Синтоистский свадебный обряд – традиционная японская церемония бракосочетания, основанная на синтоистских ритуалах. Он характеризуется глубоким уважением к природе, предкам и духам – ками, и отличается своей эстетикой, символизмом и строгостью исполнения. Как и во многих других культурах, в день церемонии пара прибывает в храм ранним утром. Там невеста и жених омывают руки водой и полощут рот. Это обряд очищения сердца и тела. По правилам синто, далее начинается синдзенкэкон. Богам подносят еду и напитки, а священник произносит молитву. Он сообщает высшим силам о решении молодоженов вступить в брак и просит их защитить. Что же это за боги, которые являются свидетелями брака? Согласно вере, синто – это первый мужчина, идзанаги, и первая женщина, идзанами. Давным-давно высшие силы поручили им сформировать землю с помощью специального копья. Когда они погрузили его в море и стали месить воду, капли образовали первый остров – Оногорадзима. Как раз на этом месте идзанаги и идзанами отметили свой союз брачным обрядом, а теперь следят за счастьем других молодоженов. Далее происходит обмен клятвами и совершается обряд сан-сан-кудо. Жених и невеста выпивают по 3 глотка напитка из брачных чаш. Самая маленькая – символ прошлого и благодарности предкам. Средняя – настоящие пары. А самая большая третья чаша олицетворяет их будущее, здоровье и счастье потомков. Только после этого происходит обмен кольцами, более современный ритуал, который изначально не входил в синтоистскую традицию. Напоследок, новобрачные возлагают в храме ветки сакаки, вечно зеленого цветущего дерева, которое в Японии считается священным. Вот таким обрядом скрепляется союз молодых в Японии, где уровень разводов значительно ниже, чем в Европе, США и постсоветских странах, всего около 20%. Для сравнения, в Европе и США этот показатель составляет 40-45%, а в постсоветских странах около 60%. Может быть, и нам стоит вернуться к своим традициям, вспомнить предков, попросить их благословения, обратиться к стихиям Земли, призвать их к союзу. Нам также следует вспомнить наших богов, традиции, обряды и обычаи, которые до сих пор живут в народной памяти. Более внимательно и трепетно относиться к обряду венчания, ведь это не просто формальность, это праздник любви. Чем больше будет счастливых пар, тем больше станет любви и счастья на земле. Наши предки знали силу обрядов и проводили их осознанно, вкладывая в них глубокий смысл. Это действительно укрепляло союз молодых и усиливало их энергию любви. Это не просто действие, а обряд, который на самом деле призывает силы природы, космоса и Земли к взаимодействию с человеком и его любовью. Славянские свадебные обряды были значительно сильнее по своей силе и смысловой нагрузке. В них были задействованы силы природы, все стихии, энергии рода. Обряды проводились, начиная со знакомства молодых и до свадебного венчания, и даже позже, с рождением детей. К ним относятся, например, праздники Ивана Купалы, которые до сих пор отмечаются в народе. В Латвии, Эстонии и Литве это 3-дневный государственный праздник. На этом празднике молодые находили себе пару с помощью игр и пускания венков по реке, влюблялись, знакомились и женились по обычаям, частично сохранившимся в народе. Сватовство, знакомство с родителями. На венчании собиралось практически все селение. Предварительно молодым строили деревянный дом, а во время венчания семена не просто бросали на молодых, как это делают сейчас, а высаживали их в землю и сажали сад, что обеспечивало молодым уверенный старт для счастливой семейной жизни. Славянские обряды основывались на взаимодействии человека с силами природы, стихиями и энергиями пространства, что давало мощный заряд любви. Эти силы, силы природы, созданы Богом и есть божественными силами, ведь, как известно, Бог есть любовь. Таким образом, обряды позволяли людям в сотрудничестве с Богом, с любовью, объединять молодых и строить их жизнь. Следует отметить, что современные христианские ритуалы зачастую сильно монетизированы. Но разве любовь можно купить? Можно ли строить семью на страхе перед адом? Как показывает статистика, подобный подход не предотвращает разводы. Обряды, объединяющие любовь, природу и традиции, напоминают нам о глубокой мудрости предков. В них заключена не только красота обрядов, но и сила, способная укрепить союз, наполнив его смыслом и гармонией. Возвращаясь к своим корням, мы не просто чтим прошлое, мы создаем фундамент для будущего, полного любви и счастья.
А какие вы знаете обряды, традиции, которые усиливают союз молодых? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать «Все». Ставьте «Нравится», лайки, большой палец вверх. Пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями. Пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.